Всем привет! Искренне рада вас видеть у себя на канале, где я, напомню, публикую для вас обзоры различных криптовалютных проектов, их токенов и других децентрализованных систем. Это видео, по сути, не является исключением, однако его тема является весьма серьезной и крайне важной, так как история создания данной экосистемы послужили существующие проблемы в DeFi. Я думаю, многие из вас уже успели обратить внимание, что за последний год популярность и рост протоколов DeFi создали весьма много шумихи, причем как положительной, так и отрицательной. Отчасти DeFi выводит всю индустрию криптовалют на новый уровень, бросая тем самым вызов всей устаревшей финансовой системе, что, согласитесь, очень круто. Но как показала практика этого года, не все проекты имеют под своими принципами и действиями чистые намерения. Собственно говоря, поэтому в 2020 году пространство DeFi изрядно потрясли события, связанные со многими неприятными моментами, где создатели нескольких проектов просто взяли и вывели многомиллионные средства из фонда развития. Да чего уж там мелочиться, были дни, когда за один день проектами на Uniswap было зафиксировано 34 таких вывода. И это далеко не единичный случай. Более того, столкнувшись непосредственно с данным прецедентом, команда сегодняшнего проекта четко для себя решила, что дальше так продолжаться не должно. Поэтому в третьем квартале 2020 года они создали свой протокол и экосистему DeFi, который называется YFDAI. Скажу сразу, что YFDAI основное свое внимание сконцентрировала на прозрачности и безопасности всех своих финансовых услуг. Именно поэтому все протоколы и смарт-контракты YFDAI прошли тщательную и независимую аудиторскую проверку аккредитованной аудиторской фирмой, что я уже считаю очень круто. Более того, команда основателей согласилась добровольно заблокировать токены всей своей команды для начальной ликвидности на Uniswap сроком до декабря 2021 года, при этом будучи доступными для общественной проверки. По сути, уже даже эти маленькие шаги укрепили веру в YFDAI, его надежности и безопасности. Но, как вы понимаете, на этом останавливаться команда разработчиков не намерена, так как они искренне верят, что для истинного процветания пространства DeFi все последующие проекты должны использовать новый передовой подход. Именно поэтому командой YFDAI были созданы биржи Launchpad и SafeSwap, о которых я, кстати, туда дальше расскажу вам чуть подробнее. А пока дополню мысль команды разработчиков YFDAI, так как они убеждены, что для того, чтобы искоренить недобросовестных разработчиков мошеннических проектов, все последующие проекты должны будут проходить не только через аудит, другие процедуры проверки, но и осуществлять блокировку своих токенов, чтобы по итогу соответствовать полному протоколу для запуска на Launchpad. С этим, я думаю, понятно. Что же касается SafeSwap, то эта биржа является форком Uniswap. Более того, строгим ее проявлением, так как на этой бирже будут залистены токены только тех проектов, которые были отобраны в строгом порядке командой YFDAI Finance, что я считаю очень важно. Ведь, как я уже говорила, команда будет в первую очередь обращать внимание на прохождение аудита протоколов и используемых смарт-контрактов, а также на предварительную блокировку токенов и блокировку ликвидности, что в свою очередь позволит обеспечить высочайший уровень качества и защиты не только для всех своих проектов, но и для всех участников, торгующих на этой платформе. А это, как вы понимаете, тоже имеет очень важное значение. При этом, если вы были внимательны, то помимо двух этих составляющих YFDAI, есть целый ряд других финансовых сервисов, среди которых находится и стейкинг, и фарм, заимствование, кредитование и даже страхование. О чем, собственно говоря, мы сейчас немного поговорим. И начну я со стейкинга, использовать который вы можете с помощью MetaMask. Скажу сразу, что финансовый протокол YFDAI позволяет всем своим пользователям получать щедрые начисления в размере 0,2% в день, 6% в месяц и 72% в год. При этом данный доход является абсолютно гарантированным, так как обеспечен он за счет устойчивой токеномики YFDAI. Кстати, если обратить внимание, то данный протокол требует от вас 72-часовой блокировки токенов, отсчитываемой с момента размещения вашей ставки. После чего вы легко можете вывести как свое тело, так и уже первые заработанные проценты от ставок, что, согласитесь,
тоже очень приятно. Однако помимо стейкинга, как я уже говорила, у YFDAI есть еще и фарминг, где вы также имеете отличную возможность получать прибыль, предоставляя ликвидность в различных пулах. На момент записи этого видео, как видите, активных пулов сейчас 6, каждый из которых готов предложить вам свои условия, где вы, выбирая подходящую для вас стратегию, можете инвестировать в те или иные токены, будь то DAI, VES или же LP. При этом, как видите, пулов ликвидности для LP доступно аж 4. Отличаются же они как по сроку блокировки, так и по количеству начислений YFDAI в месяц. Показывать же сам процесс участия в пулах я не буду, так как на этот счет есть отличная инструкция, доступная на официальном YouTube-канале YFDAI, ссылочку на который я обязательно прикреплю в описании под этим видео. А пока, для тех, кто сомневается, какое из направлений для прибыли ему выбрать, может обратиться к небольшой сравнительной статистике, где, ориентируясь по дням 30, 60, 90 и 120 дней, вы можете понять, что получите в итоге с того или иного направления, что, как по мне, весьма удобно. А что по этому поводу думаете вы? Напишите свои мысли на этот счет в комментариях. А пока вернусь к оставшимся 3 сервисам экосистемы YFDAI, среди которых находится сервис заимствования и кредитования, главная цель которых состоит в том, чтобы обеспечить свое сообщество вкладчиков и заемщиков нужными услугами, где каждый из которых сможет получить для себя именно то, что ему нужно, а именно вкладчик получит пассивный доход, предоставляя своими действиями ликвидность, а заемщик получит мгновенный доступ к различным кредитам, что, согласитесь, весьма удобно. Более того, чтобы повысить уровень вашего спокойствия, как это, собственно говоря, написали основатели YFDAI Finance, они готовы предоставить своим пользователям еще один свой сервис – страхование, который позволит в значительной степени снизить все ваши возможные риски. А это, как вы понимаете, тоже очень и очень круто. Что же касается токеномики проекта, то обращу ваше особое внимание на то, что общая сумма поставки YFDAI составит всего лишь 21 тысячу токенов, из которых 7770 токенов уже полностью распределены. Другие 7350 токенов заблокированы на 20 месяцев. Другие 2520 токенов, как вы видите, выделены для команды и их советников, заблокированы. Об этом я говорил еще и в начале видео. Разблокироваться же они могут постепенно из расчета 210 токенов в месяц, что я считаю весьма правильным решением. Что же касается остальных токенов, то есть оставшихся 16% токенов, то выделены они на дальнейшее развитие YFDAI, часть из которых также подвержена блокировке, только уже сроком на 6 месяцев. Продолжая тему токена YFDAI, не могу не обратить ваше внимание на то, что токен уже активно торгуется на таких платформах, как Uniswap, CoinTiger, Bilaxy и X-Markets. При этом, если взглянуть на график торгов и саму цену токена YFDAI, можно весьма приятно удивиться, так как цена одного токена колеблется в районе 750 и 800 долларов, что, согласитесь, очень даже впечатляет. Но не будем забывать и о том, что перед тем, как приобретать тот или иной токен, всегда изучайте проект более досконально, так как информации о нем куда больше, чем это я успеваю рассказать в формате своего видео. Поэтому не теряйте время зря, а скорее переходите по ссылкам, указанным в описании, чтобы более предметно познакомиться с такой уникальной и многогранной экосистемой YFDAI Finance. На этом же у меня все. Была рада поделиться с вами чем-то новым и весьма интересным. Поэтому ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Ведь только так вы показываете мне, что все, что я делаю для вас, не зря. А пока благодарю вас за внимание и прощаюсь с вами до следующего выпуска. Всем удачи и пока!